Всем привет! Сегодня 7-й выпуск от новостей. Я хочу начать с предупреждения, что 8-й выпуск выйдет записанным немного заранее, потому что на следующей неделе мы отправляемся в Лондон, и я буду вещать оттуда через мой телеграм-канал. Пожалуйста, заходите, оставайтесь, пишите комментарии, я буду очень-очень рада. Мне всегда хотелось рассказать вам об одном мире, за которым я слежу, прям очень давно, и через лучших авторов Telegram. Это мир кинокостюма. Новость такая скандальная, с большим количеством имен, но мы во всем разберемся. В интервью Business of Fashion режиссер фильма «Назови меня своим именем», нашумевшим, Лука Гуаданини рассказал, что предпочитает работать с фэшн-дизайнерами, а не с художниками по костюмам. Дальше я приведу его цитату. «Художники по костюмам, и сейчас я, наверное, наживу себе врагов, склонны мыслить в терминах одежды. Фэшн-дизайнеры же мыслят в терминах тела, которое эту одежду носит. И для меня это огромная разница. Думаю, именно это отличает костюмы для моих фильмов, созданные такими людьми, как Джонатан Андерсон, Раф Симмонс или Джулия Персанти. В итоге ты можешь увидеть персонажа и человека, а не только персонажа, и дело в динамике того, как они выглядят. Если вспомнить Джонатана Андерсона, он сделал костюмы для моего фильма «Претенденты». Первое, что он сказал мне: Америка – это демонстрация капитализма. Во всем, что они делают, и особенно мир тенниса, именно так это выглядит в Америке. Поэтому он сделал что-то, чего никто не ожидал. Люди ожидали фирменные бравады Джонатана, работы с формой и силуэтом, но он очень глубоко ушел в персонажа, в их мир, в их экономику этого мира. Я не специалист, но, на мой взгляд, как раз то, что он написал, и является работой художника по костюмам. Я не знаю, как сам Джонатан Андерсон на это отреагировал, но очень хочу найти. Новость я прочитала в любимом канале «Кинокостюм для чайников», ссылку оставлю в описании. И вот что автор рассказал в своем посте далее. На этот стейтмент понеслись комментарии крутых художников по костюмам, и вот как это выглядело. Сначала пришла в комментарии художница Кейт Хоули. «Отряд самоубийц», «Багровый пик», «Франкенштейн». И вот что она написала. «Сэр, вы имеете право на свое мнение, но, очевидно, противоречие в вашем утверждении ясно показывает, что вы не понимаете искусство создания костюмов». Вот так. Далее, следом за ней пришла Дженни Биван. Это трижды лауреат Оскара за «Комнату с видом», «Безумного Макса» и «Круэллу». Абсолютно верно, Кейт. Я использую различия между дизайном костюма и фэшн-дизайном в беседах со своими студентами. Если первый рассказывает историю через персонажа, то второй полностью про саму одежду. То есть такой скандал и ссора. И добили эту ветку появления Арианы Филлипс, пожалуй, самого знаменитого стилиста современности. Именно она уже более 30 лет одевает таких мастодонтов, как Лени Кравиц, Мадонна, а также, я о ней узнала впервые через костюмы фильма Тома Форда. Она была за это номинирована на Оскар, и также была номинация на Оскар за «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. То есть она как бы и там, и там. Категорически не согласна, подобные широкие обобщения никогда не бывают уважительными, когда речь идет о художественном сотрудничестве. Очевидно, что этот опыт Луки, возможно, связан с его руководством и подходом, с методом его руководства и подходом. Каждый художник по костюмам, как и каждый режиссер, имеет собственную точку зрения, процесс и интерпретацию. Это крайне оскорбительно для целого ремесла, которое Лука, очевидно, не уважает. Очень разочаровывает. Действительно, такая новость. Я надеюсь, что разобрались мы в ней более-менее. Много имен, но вот. Расскажите в комментариях, обращаете ли вы внимание на костюмы в кино и вообще интересна ли вам эта тема, потому что меня эта тема просто завораживает. Мне кажется, это просто настоящая магия. На юге Италии появился призрачный храм-инсталляция, заставляющая задуматься о памяти и времени. Бельгийский художественный дуэт Гис ван Варенберг
обожаю имена, Петер Ян Гейс и Арнольд ван Верберг поставил новую работу в археологическом парке Гераклей в Паликора. Инсталляция Inverse Ruin, или перевернутые руины, это контур утраченного античного храма, подвешенный в воздухе на 12-метровой металлической решетке. Фрагменты колонны архитравов парят, создавая впечатление такого невесомого призрака, отпечатка исчезнувшей уже давно истории. Художники вообще известны своими, художники известны своими архитектурными интервенциями, следующие восприятие пространства. Их самая знаменитая работа, читающая между строк, или Reading Between the Lines в Бельгии. Это такая прозрачная церковь из стальных пластин, которые то появляются, то исчезают в пейзаже. И также Inverse Ruin продолжает эту линию, предлагая не реконструкцию, а такой диалог с пустотой, диалог с местом, где этот памятник раньше находился. Это как раз размышление о том, как память и воображение достраивают утраченное, и как это вообще все должно происходить в нашем современном мире. Наири Баграмян получила золотую медаль Art Basel Awards 2025 года в категории «Признанный художник». Это иранская художница, она работает со скульптурой, инсталляцией, фотографией, рисунком. В скульптуре, которая является ее основным способом творчества, создания, она использует широкий спектр техник. Техник, материалов, форм для обращения к пространственным, архитектурным, социальным, политическим и другим аспектам вообще современного искусства и жизни. Баграна родилась в 1971 году в Исфахане, и подростком она сбежала из послереволюционного Ирана. С 1984 года она живет и работает в Берлине. Ее выставки проходили в крупнейших музеях современного искусства. Также она участвовала, конечно же, в Венецианской и Лионской биеннале. В документе 14 была лауреатом многочисленных международных и национальных премий. Государственный Эрмитаж рассказал о своих планах на 2026 год. Полный список я опубликую со всеми материалами, которые мы видим у себя в Телеграм-канале. А здесь расскажу только о 2 выставках, которые меня реально заинтересовали. В мае в Николаевском зале Зимнего дворца планируется открытие выставки «Екатерина I», которая станет таким началом цикла выставок, посвященным российским императорам. Большой проект, надеюсь, все получится. С июня по октябрь в том же пространстве, я имею в виду в Зимнем дворце, пойдет выставка «Подвиг», посвященный благотворительности, приуроченная к 150-летнему юбилею Центрального училища технического рисования барона Штиглица. Все, пойдемте в Эрмитаж. Раз уж мы уже в Эрмитаже, давайте от него далеко не уходить. Древнеегипетская коллекция Эрмитажа рискует быть затребована для возвращения на родину властями современного Египта, так заявил Михаил Петровский. Хорошо, молодец. Будет сейчас цитата. В Египте открыт большой музей, и один из главных результатов этого требования египетского правительства отдать все египетское, что находится в музеях мира. С Египтом сейчас нужно быть очень осторожными, сообщил Петровский. Хорошо, будем осторожными. У меня египтологию преподавала профессор и по совместительству сотрудник Эрмитажа Наталья Воробьева. И она всегда говорила, что коллекция у нас маленькая, небольшая, но хорошая. Шедевров, правда, в ней всего несколько. Мумия, само собой, в число этих шедевров не входит. Если подумать, то вообще странно, на самом деле, считать мумию человека шедевром. Будем поглядывать за этой ситуацией, останется ли наш доктор Имхотеп с нами. Но, с другой стороны, коллекция Эрмитажа почти не сворована. Она действительно была получена более-менее таким адекватным путем. И я бы на месте Египта, конечно, начала бы с Британского музея. В Москве открылся Зиларт, музей, который все ждали. Не знаю, ждали ли все, но я точно ждала, вот так скажем. Это та самая история, которая, вообще, я так поняла, ожидание того стоило. Для всех открылся новый музейно-выставочный центр коллекции Зиларт на бульваре Братьев Весниных. Да, он далеко достаточно от центра, но я точно поеду.
И вот что я нахватала по многочисленным реакциям и анонсам, потому что я буду только в декабре. Вау-эффект начинается снаружи, с идеального медного куба здания работы Сергея Чабана. И вообще, я так понимаю, заканчивается он, ну, точно не там, не внутри. Это не просто новая точка на карте, а такой результат долгой, почти детективной истории. Почему? Изначально здесь планировался вообще филиал Эрмитажа, потом Пушкинский музей, но в итоге владельцы самой застройки, супруги Андрея и Елизаветы Молчановы, решили показать публике собственную коллекцию. И это просто супер классно, потому что коллекция у них потрясающая. Пригласили для старта они такую тяжелую артиллерию куратора Александра Боровского и выставочных архитекторов Аввакумова и Аса. Классная команда. И получилось так, что сразу 3 выставки работают. Шаг с пьедестала скульптуры в реальном пространстве. Это, я так понимаю, 2 и 3 этажи. Это такой классный диалог нескольких поколений ленинградских, петербургских, московских мастеров, скульпторов, таких как Аникушин, Каминкер, объекты Аллы Урбан, Кирилла Александрова. И это все содействуют с живописью Булатова, Васильева, Злотникова и даже там костюмы Курехина из поп-механики. Здорово. Уже этот зал, конечно, вызвал жаркие споры в профессиональной там блогерской среде, но это супер, потому что такая дискуссия интересная. Второй вариант – Диез Ила Гриши Брускина. Это 5-й этаж, тотальная, почти босховская такая инсталляция, которую запрещено фотографировать. Вот так, представляете? Это кульминация маршрута должна быть по тому, вот, что ребята описывают в телеграм-каналах. Все советуют начинать снизу вверх, чтобы сохранился такой эффект. Название идет от Dies Irae Dies Illa, что в переводе с латыни означает «это день гнева», то есть День страшного суда, начало католических церковных гимнов и многих классических реквием. 3-я выставка «Африканское искусство. Боги, предки и жизнь». 4-й этаж. Здесь вообще другой мир. Иногда можно не понять, это одна новость или нет. Огромный зал, набитый сотнями статуэток, масок исключительного качества африканских, зрелище просто ошеломляющее, даже на фото, и немного выбивающее из общего российского контекста, но, как мы знаем, это общемировой контекст. Классная история, я безумно жду. Пишите, если тоже пойдете, можем вместе сходить. Art Review опубликовал ежегодный рейтинг Power 100, Power 100, и впервые его возглавил художник с африканского континента. Ибрагим Махама. Мы с вами о том, что искусство перестает быть только европоцентричным, говорим почти каждый выпуск, буквально прошлую новость. Поэтому думаю, что вы не удивлены, как и я, собственно. Известный этот художник своими гигантскими инсталляциями из джутовых мешков и текстиля. Он также стал известный как создатель инфраструктур, которые помогают другим художникам реализовывать проекты. Вообще, это на самом деле такая история, которая сейчас становится прям супер популярным, правда. Топ-10, значит, вот этого рейтинга в целом задает тренд, и художники чаще всего строят собственные какие-то институции. Сейчас будет куча имен. Вайль Шаруки курирует арт-ярмарку, Ходзе Ньян биеннале, Брэдфорд, Шанибари, Мин запускают резиденции, Тилманс, Гейтс и Абрамович какие-то свои школы открывают. Все заметнее становится, судя по этому рейтингу, как я уже говорила, искусство Персидского залива, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия превращаются в такие культурные центры, институты. В общем, мягкая сила уже работает. И снова, не отходя от кассы, в Абу-Даби открылся главный музей нации, Национальный музей шейха Заида. Культурный район Саидият в Абу-Даби обрел своего нового короля. Наконец-то открылся для публики долгожданный Национальный музей шейха. Это не просто очередной музей, а прям такая главная история страны. Потому что сейчас очень много новостей, что какие-то музеи открываются, коллекции. Но это прям вот от начала времен, что происходило на этой земле, и до современности. Все это неразрывно связано, конечно же, с личностью отца нации, покойного шейха Заида.
собственно, одноименный музей ему построили. Но сначала про архитектуру, потому что ее, просто, я не знаю, это здание работы Нормана Фостера, одного из моих самых любимых современных архитекторов, лауреата, само собой, Притцкеровской премии. Оно уже просто стало какой-то такой новой иконой. Снаружи это абстрактная форма, напоминающие то ли какие-то парящие соколиные крылья, сокол, потому что это такой национальный символ, то ли развернутые паруса. Вот напишите в комментариях, что вам напоминает. Внутри пространство закручивается в громадную спираль. Норман Фостер так любит делать, которая сама по себе производит сильнейшее впечатление, настолько сильное, что по первым описаниям сама экспозиция из более чем 1500 артефактов на его фоне рискнут немножко померкнуть. Впрочем, это пока первые взгляды, я надеюсь, сама как-нибудь туда доберусь. Вот, значит, диалог между содержанием и местом, он громкий. Внутри 6 постоянных галерей. Соединяются они в таком повествовании: археологические находки, исторические какие-то предметы, современные инсталляции, масштабные реконструкции. Ну и понятно, что это попытка создать такой целостный, многослойный, технологичный портрет нации всей. Теперь в ОАЭ есть не только Лувр и условный Гугенхайм, но и свой собственный какой-то мощный такой национальный голос. Классная история, ребята молодцы, много работают. Фрэнк Гэри, один из самых влиятельных, узнаваемых вообще зодчих современности, создатель музея Гугенхайм Бильбао, концертного зала Уолта Диснея, бесчисленных каких-то великолепных дерзких проектов. Он скончался 5 декабря 2025 года в Санта-Монике, Калифорния, в Штатах, в возрасте 96 лет. Чудесный архитектор, печальное известие, но также хочу сказать, 96 лет. Это просто повод больше про него узнать. А я хочу вам историю рассказать о том, как 20 минут своего времени потратила на спор с ИИ о том, умер он или нет. Поясню, каждую свою новость я пишу, потом пропускаю после написания через ИИ, чтобы проверить ошибки фактически, второй раз точно, чтобы быть уверенной во всех именах, датах и так далее. Ну, что сказать, вот тебе и фото с сайта Фрэнка Гэри. Я победила. Сейчас идет Art Basel Майами, и на ярмарках, как заведено, всегда есть такой инста-объект, искусственно не назовешь, именно объект на создание контента. Сейчас это роботический зоопарк от Beeple под названием Regular Animals. Дебют этого всего произошел в секции цифрового медийного искусства в галерее Zero Ten, которая дебютировала также на ярмарке в этом году. Каждый вот такой вот песик с мордой условного там Маска, Цукерберга, оснащен камерой, он снимает нападки на своих сокамерников, назовем, и выдает изображение. Напомню, что художник Beeple — это тот самый человек, который поставил рекорд продав NFT Every Day the First 5000 Days. Это компиляция своих фото в формате онлайн-искусства за $69,35 миллионов. Цветом 2026 года по версии Pantone назван облачный танцор. Нейтральный белый цвет. Окружающая нас какофония стала подавляющей, мешая нам услышать голос нашего внутреннего «я». Cloud Dancer помогает нам сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов, заявил глава Pantone Литрис Эйсман. По сообщению Pantone, нейтральный белый приносит такое спокойствие, ясность и творческое дыхание в шумный мир. Мне на самом деле кажется, что это отличный выбор, потому что последние годы Pantone действительно как-то выбирал цвета, которые в реальности не были популярными, и немножко расходилось это все с реальностью. Напомню, что такое Pantone. Pantone — это мировой авторитет в области цвета. Компания создала и запатентовала эталонную систему подбора и идентификации оттенков цветов, которые пользуются вообще все дизайнеры, модельеры, архитекторы, бренды, все по всему миру ее используют. Каждый цвет в этой системе имеет свой уникальный номер. Например, вот у Cloud Dancer это 13, 10, 23, что позволяет точно воспроизводить его на любом материале, в любой точке планеты, вообще где угодно, кто угодно может это сделать. Ежегодный выбор цвета года от Pantone — это такой прогноз моды, культурный, по сути, барометр, который резюмирует глобальное настроение, задает тренд.
на ближайшие там 12 месяцев во всех отраслях. От интерьера до графического дизайна, до высокой моды. Ну, в общем, объявление Cloud Dancer сигнализирует о глобальном запросе на минимализм, тишину. Посмотрим, как будет этот тренд развиваться, будет ли цвет действительно популярным в 2026 году. Ну что, переходим к финальной новости этого выпуска, вообще к большому боссу новостей. Я в шоке, но стриминг-гигант Netflix официально объявил о покупке Warner Bros. За 82,7 миллиардов долларов. У меня просто нет других слов, это тупо шок. Это, конечно же, не просто приобретение, это создание абсолютно нового какого-то медиа-великана, конгломерата, которое объединит легендарную студию Warner Bros. С ее культовыми франшизами и с крупнейшей в мире платформой потокового вещания. Что вообще это значит для нас? Мне кажется, это вообще, я не знаю, что это значит для нас, возможно, вообще теперь все. Такие франшизы, как «Игра престолов», «Клан Сопрано», «Теория Большого Взрыва», вселенная DC вся полностью, HBO весь полностью, «Властелин колец», «Гарри Поттер», все это, скорее всего, появится просто в каталоге Netflix. Даже вот этот ожидаемый новый всеми сериал по Гарри Поттеру сразу появится, скорее всего, на Netflix. Само собой, Netflix уже анонсировал новые тарифы. Я эти тарифы пока не видела, потому что я боюсь заплакать и больше их никогда не открывать. Но Netflix сделал важное заявление. Warner Bros. Сохранит свою автономию, включая систему полнометражного кинопроката. Это очень важно, потому что многие фильмы сейчас сразу выходят на Netflix. «Франкенштейн», «Достать ножи». Но они гарантируют, что продолжение «Дюны» выйдет в кинотеатрах. Это особенно важно, потому что кино такого масштаба, конечно, лучше смотреть, как-то проживать в кинотеатрах. Вообще, новость шокирующая, и очень большое количество каких-то киноинституций в США, кинематографических каких-то сообществ уже обратилось в Конгресс с требованием провести жесткую антимонопольную проверку, потому что, если так подумать, то до этого момента у нас такой гигант был один, это был Дисней, но, если честно, он не настолько большой. Баланс сил в этой индустрии абсолютно изменился с этой новостью. Не знаю, что будет. Я надеюсь, что-то очень хорошее и приятное для нас, для всех. Какие-то новые проекты, какое-то новое финансирование для классных фильмов, для сериалов. Будем, в общем, ждать и надеяться. Я надеюсь вам про это все своевременно рассказывать. И наш выпуск подошел к концу. Увидимся мы через неделю. Оставайтесь обязательно любопытными. Переходите в телеграм-канал, там я буду вещать из Лондона, передавать всем приветы и рассказывать про выставки, на которые мы собираемся пойти. Переходите в телеграм-бот Не Гугенхайм, создавайте свою коллекцию современного искусства. И до следующего понедельника. Всем пока! Блин, лайки не попросила. Лайки, пожалуйста, ставьте, оставляйте ваши комментарии. Мне очень интересно их читать. И это очень поможет мне как-то, не знаю, выйти в какой-то тренд на Ютубе. Спасибо большое вам всем заранее.